день, дорогие друзья! Я Светлана Лупатова, рада вас приветствовать на своем канале. А вы любите апельсины? Эти маленькие кусочки яркого солнца, которые радуют нас в любую погоду. Это мои любимые фрукты. Соответственно, мой любимый сок апельсиновый. И сегодня мы с вами приготовим нежный, ароматный, тающий во рту кекс апельсиновое наслаждение. Давайте готовить. Для начала натрем апельсиновую цедру. Вы можете использовать специальный нож. Я буду натирать на самой мелкой терочке, вот на такой. Приступаем. Я натерла цедру. Вот столько получилось с апельсинчика. Теперь берем сам апельсин. Разрезаем его на две части. И выдавливаем сок. Можете воспользоваться соковыжималкой, если у вас есть. Я буду выдавливать руками. Если вы также будете выдавливать руками, могу посоветовать вот такой секрет. Чтобы косточки не попали в сок, нужно сделать вот так. Руками прикрыть. И весь сок тогда окажется в чашке, а косточки окажутся у вас в руке. Сока должно получиться примерно 50-70 мл. Вот видите, у нас здесь примерно 70 мл апельсинового сока. Апельсинка была большая и сочная, получилось 120, поэтому я немного добавила. Сейчас мне понадобится мерный стаканчик, поэтому сок я перелью в кружечку и отмерю сахар. Мне понадобится 120 грамм. Берем сливочное масло. Вот здесь у меня 120 грамм приблизительно. Масло должно быть уже подтаявшее. Я его предварительно достала, оно у меня лежало при комнатной температуре. Видите, оно уже такое мягкое. Перекладываем в мисочку его. Добавляем сахар обычный. Здесь у меня примерно 150 грамм. Добавляем ванилин или ванильный сахар. И сейчас все будем вместе перемешивать тщательно. Перемешать нужно до однородной массы. Начинаем. Я соединила сахар, ванилин и масло. Вот видите, такая у нас получилась однородная крошка. Сейчас добавляем 2 яйца. И тоже тщательно перемешиваем. Не забывайте яйца мыть перед использованием, чтобы там бактерии никакие не попали в ваше блюдо. Перемешиваем все тщательно. Добавляем наш апельсиновый сок и цедру апельсина. И тоже все перемешиваем. Добавляем муку. Муки должно быть 200-250 грамм примерно. Ну, я ее буду просеивать с помощью кружечки сразу. Потихоньку добавляем и замешиваем. Тесто у вас должно получиться не густым. Если тесто будет очень густое, оно не подойдет. Добавляем чайную ложечку соды. У меня эта ложечка большая, поэтому где-то примерно половинку добавлю. Перемешиваем. Я всегда, раскрою свой рецепт, добавляю соду в самом конце почти, чтобы она не потеряла свои свойства. Перекладываем наше тесто в форму. Извините, что форма не совсем красивая, она еще с советских времен, но зато очень прочная и хорошая, в отличие от силиконовых, например. Аккуратненько все перекладываем. Видите примерно какой густоты тесто должно получиться? Не густое, очень жидковатое. И ставим наше тесто в духовой шкаф, предварительно разогретый, на температуру 180-200 градусов, примерно на 20-25 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Если она сухая, значит тесто готово.
Ну, в зависимости от вашей духовки, может быть, у вас получится быстрее. Или наоборот медленнее. Следите за тестом. Вот такой аппетитный кекс у нас получился. Он очень соблазнительно пахнет. И я еще приготовила пропитку. Вот здесь еще сок одного апельсина и сахарная пудра. Ну, примерно 70 грамм сахарной пудры. Я сейчас кек еще, знаешь, полью немного, чтобы он стал прям супер апельсиновый, супер влажный. Я люблю такие влажные тортики, кексики. Все, полили. И сверху еще посыплю сахарной пудрой. Ну вот и все. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Ну вот и наконец момент дегустации. А то я уже вся тут слюнями просто исхожу, он так вкусно пахнет. Сейчас я себе отрежу кусочек. Такой небольшой кусочек. Положу его на тарелочку. И покажу вам, какой получился разрез. Так, перекладываем. Так. Вот, посмотрите, какой разрез получился. Такой яркий, красивый. И с пропиткой он очень такой влажный, вкусный. Ну все, пробуем. Берем тарелочку. Кусочек сейчас я себе отделю. Прямо видение. Если у вас плохое настроение, хочется радости, вам нужно приготовить этот кекс. И если хорошее настроение, тоже приготовьте, будет еще лучше. Очень вкусный такой, воздушный, мягкий, апельсиновый вкус насыщенный, очень приятный. Спасибо большое, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, следите за мной в социальных сетях и в группе ВКонтакте. Пока-пока.